Большая война на Ближнем Востоке уже не на пороге, а за ним. Сегодня ночью Израиль совершил масштабное нападение на Иран, атаковав объекты иранской ядерной программы, а также ликвидировав ряд иранских ученых и высокопоставленных военных. Очевидно, что воздушное нападение Иран проспал и теперь вынужден играть вторым номером. Статус объектов, имеющих отношение к иранской ядерной программе, пока непонятен. Они достаточно хорошо защищены, и далеко не факт, что израильские атаки нанесли им существенный ущерб. Однако в настоящий момент идет битва за небо, и если израильский ВВС ее выиграет, то военное поражение Ирана станет неизбежным. Также неясны нынешние возможности Тегерана по ответному удару по израильской территории. Ранее иранские вооруженные силы уже дважды использовали ракетные налеты в качестве акции возмездия, но ответ на такой удар, демонстративное прямое нападение на Иран и уничтожение его стратегических объектов, должен быть показательным. Способна ли на это иранская сторона? Пока непонятно. Зато очевидно, когда именно Иран нарвался на то, что происходит сейчас. Во-первых, после отказа отвечать должным образом на уничтожение Хизбаллы в Ливане и демонстративную ликвидацию руководства этой организации Хамас. Эффектные картинки иранских ракетных ударов не в счет, они могли бы быть куда более сильными, но иранские власти сами себя ограничивают. Во-вторых, нежелание поддержать военной силой правительство Башара Асада и помочь ему остаться у власти. Тем самым был сломан внешний контур обороны Ирана и давление на Израиль. Тель-Авив обезопасил себя и перешел к непосредственной атаке на иранское государство. Вывод один. Если твой оппонент готов на все и не стесняется в средствах, а ты постоянно уклоняешься, выражаешь готовность к компромиссам, то поражение неизбежно. Хотя хоронить Иран еще рано. Все зависит от желания его политического и военного руководства драться. Скорее всего, решающими станут ближайшие несколько дней. Но риск большой войны на Ближнем Востоке после событий сегодняшнего дня сильно увеличился. Тем более, что Соединенные Штаты, несмотря на заявление о непричастности к израильскому удару, о чем официально сообщил госсекретарь Марко Рубио, фактически используют израильский удар для ультиматума Ирану. Вот что заявил по этому поводу президент Трамп. «Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я сказал им самым ясным образом: просто сделайте это. Но как бы они ни старались, они просто не могли. Я сказал им, что это будет намного хуже, чем все, что они знали, ожидали или слышали. Что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, с большим отрывом. И что у Израиля ее много, и еще много на подходе, и они знают, как ее использовать. Некоторые из иранских экстремистов говорили смело, но они не знали, что будет дальше. Теперь они все мертвы, и будет только хуже. Еще есть время остановить эту бойню с запланированными следующими атаками, которые будут еще более жестокими, и положить ей конец. Иран должен заключить сделку, пока ничего не осталось, и спасти то, что когда-то называлось Персидской империей. Больше никаких смертей, никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно. Так что еще большой вопрос: кто именно стоит за ударом по Ирану? Израиль или США? Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий. Напоминаю вам, что оперативное освещение событий вокруг Ирана, а также в целом того, что происходит в мировой политике и международных отношениях, происходит на нашем закрытом телеграм-канале с одноименным названием «Филипповский 13». Подпишитесь, ссылку найдете в описании к нашему YouTube-каналу. Всем привет! Вы на канале Филипповский 13, и сейчас у нас время новостей мировой политики и международных отношений. И, конечно же, одна из главных международных новостей – это события в Лос-Анджелесе, втором по численности населения городе Америки. В Калифорнии неспокойно. На площадях и улицах Лос-Анджелеса протестующие жгут полицейские машины, громят магазины и закидывают камнями сотрудников органов правопорядка, и не только. А с чего все началось? А с того, что американская полиция попыталась депортировать 44 нелегала, которые незаконно находились на территории Соединенных Штатов.
То есть мы видим открытый масштабный бунт против миграционной политики администрации Дональда Трампа. Однако наивно будет полагать, что это какой-то стихийный бунт. Вовсе нет. Это выплеснувшаяся на улице политическая борьба между Демократической партией США и трампистами. Я говорю слово «трамписты», потому что в Республиканской партии ими являются далеко не все. Более того, трамписты в Республиканской партии являются меньшинством. Например, тех же неоконсерваторов там гораздо больше. Хрупкое политическое большинство, сформировавшееся осенью прошлого года вокруг фигуры Дональда Трампа, постепенно сходит на нет. С Трампом начинают бороться. Демократическая оппозиция начинает использовать силовые методы противодействия политике администрации Трампа. Что показательно, Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, был унижен Трампом во время пожара в Калифорнии в конце января этого года. Тогда Трамп назвал его неэффективным губернатором. И вот Гэвин Ньюсом, возможно, мстит Дональду Трампу и фактически открыто поддерживает действия протестующих. Если мы посмотрим на хронологию событий, то увидим, что еще в феврале Дональда Трампа опасались и открытых действий против него не предпринимали. А Трамп начал прямо с места в карьер. Сразу объявил об основах своей миграционной политики. Мигрантов вон. И призвал к масштабным депортациям. Когда президент Колумбии попробовал ему возразить, Трамп пригрозил масштабными санкциями. И фактически Трамп одержал легкую победу над латиноамериканскими государствами и даже над Мексикой. И призвал пачками высылать нелегальных мигрантов с территории Соединенных Штатов. Но тут демократы решили побороться и ввели в действие американскую судебную систему. Американские суды один за другим стали оспаривать решение Белого дома по высылке нелегалов и фактически взяли сторону демократов. Потому что истеблишмент Демократической партии США прекрасно понимает, что если не дать Трампу реализовать главный пункт его предвыборной программы, которая предусматривает депортацию, масштабную депортацию нелегальных мигрантов, то доверие к Трампу упадет, и от него отвернется ядро его электората, так называемые мага-республиканцы, то есть те, кто хотят сделать Америку снова великой. Не получается у Трампа масштабной высылки мигрантов, потому что ему постоянно вставляют палки в колеса. Вначале через судебную систему, а сейчас уже перешли к открытому противостоянию с его администрацией. После начала беспорядков в Лос-Анджелесе, через некоторое время, пошли демонстрации и в других городах, в частности в Техасе, например, в Далласе и в столице штата Остине. Поэтому ситуация у Трампа непростая, а Трамп уже делает, как обычно, массу громких заявлений. В частности, он сказал, что рассмотрит вопрос об аресте губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Но Гэвин Ньюсом – это не просто губернатор Калифорнии. Гэвин Ньюсом – это основной кандидат от демократов на президентских выборах в США в 2028 году. Видимо, на них он будет конкурировать с нынешним вице-президентом США Джеймсом Венсом. Поэтому Гэвин Ньюсом нисколько не испугался угроз Дональда Трампа и даже подал на американского президента в суд. Вот в частности, что написано в иске демократов, которые они подали против Трампа. Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардии штата. Почему Гэвин Ньюсом ведет себя так дерзко? Да потому, что и он, и демократическая верхушка просто не верят, что Трамп начнет исполнять какие-то угрозы. Потому что Трамп угрожает, но ничего не делает. Это мы видим и в миграционной политике. То же самое происходит и в торговых войнах, которые Дональд Трамп развязал по всему миру. В ситуации с Газой, с Украиной, с Тайванем везде одно и то же. Трамп делает громкие заявления, но как только сталкивается с проблемой, отступает назад. И по отношению к Трампу даже стало использоваться не очень приятное для него выражение. Trump always chickens out. Что означает, что Трамп всегда сдает назад. Но Трамп продолжает штамповать одно искрометное заявление за другим. Прошлой ночью в Лос-Анджелесе были такие районы, где происходящее можно было бы назвать восстанием.
Здесь Дональд Трамп намекает на федеральный закон от 1807 года о восстании, который дает президенту право подавить восстание вооруженной силой. Но и на этом Трамп не остановился. Он начинает называть всякими нехорошими словами протестующих в Лос-Анджелесе. День назад я звонил губернатору Ньюсому и сказал, что он должен работать лучше, что он плохо справляется. И если бы мы не отправили Национальную гвардию, Лос-Анджелес сейчас бы горел. У нас есть плохие люди, они животные, и это оплаченные мятежники. Это оплаченные провокаторы, они подстрекатели. Им платят. Вы думаете, кто-то просто так подходит к бордюру, разбирает его на камни и раздает другим, чтобы использовать как оружие? Это оплаченные мятежники или подстрекатели, или провокаторы, называйте это как хотите. А еще Трамп говорит, что непременно ударит мятежников в ответ. Это заявление в связи с катастрофическими беспорядками в Лос-Анджелесе, вдохновленными Гэвином Ньюсомом. Участники мятежа имеют тенденцию плевать в лицо солдатам Национальной гвардии, мужчинам и женщинам. Этим патриотам говорят, что им нужно это терпеть, мол, так устроена жизнь. Но не при администрации Трампа. Если они плюнут, мы ударим. И я обещаю вам, что мы ударим их сильнее, чем их когда-либо били раньше. Такого неуважения мы не потерпим. И вот когда я смотрел на все эти грозные заявления Трампа по поводу его отношения к мятежникам в Лос-Анджелесе, он называет протестующих мятежниками, по поводу того, что Трамп готов использовать закон 1807 года о мятеже, про то, что он может арестовать губернатора Гэвина Ньюсома, мне думалось немного про другое. Потому что все эти заявления Трампа на американском телевидении сопровождались кадрами того, что же происходит в Лос-Анджелесе. И знаете, тут можно провести некоторые параллели со вторым Майданом в Киеве. Сравните, и там протестующие громят город. И там присутствуют иностранные флаги. В случае с Киевом это был флаг Евросоюза и реже США, а в случае с Лос-Анджелесом это флаг Мексики. То есть протестующие нелегальные иммигранты открыто поднимают флаг иностранного государства на территории США и говорят, это наш город. И кроме того, президент Мексики Клаудиа Шейнбаум, которую Трамп сильно прессовал во время торговой войны между США и Мексикой, которая так толком и не началась, заявила, что испытывает симпатию к тем, кто протестует в Лос-Анджелесе. В общем, Мексика готова прикрыть своих. Уникальная ситуация. Мы наблюдаем с вами в Лос-Анджелесе, а это, снова напомню вам, второй по населению город в США, примерно картину знакомой нам цветной революции. Потому что достаточно посмотреть, как в американском телевизионном мейнстриме подаются новости. Что говорит CNN, что говорит ABC News. Это мирные протесты. И все это происходит на фоне горящих полицейских автомобилей и разбитых камнями витрин. Это мирные протесты. Не мешайте протестовать мирно. Но о мирном процессе, конечно же, речи не идет. Large group of people, it could turn very volatile if you move law enforcement in there in the wrong way and turn what is just a bunch of people having fun watching cars burn into a massive confrontation and altercation between officers and demonstrators. Одновременно с этим демократическая пресса обрушилась на Трампа с критикой. Во всем виноват Трамп. Если бы он не ввел войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес, то ничего бы и не было, что весьма сомнительно. У нас на Филипповском 13 складывается полное ощущение того, что мы наблюдаем классическую технологию цветных революций, только все это происходит на территории Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, и может перекинуться на другие штаты. И понятно, для чего это делается. Противники Трампа нащупали его слабое место. Он много говорит и мало что делает, и начинают его давить. Давить для того, чтобы в следующем году выиграть в ноябре промежуточные выборы в Конгресс и взять хотя бы одну палату и парализовать деятельность администрации Трампа. Давить для того, чтобы к ноябрю 2028 года создать условия для демократического реванша. И таким образом полностью нивелировать трампистов, сделать так, что они останутся неким аномальным явлением в политической истории США. Для Трампа сейчас момент истины. Или он сейчас одержит победу над своими оппонентами, или дальше может идти играть в гольф в своем любимом поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Вне всякого сомнения, параллельно с событиями в Лос-Анджелесе идут закулисные переговоры между республиканцами и демократами относительно того, что происходит, и относительно политики администрации Трампа. И в последние дни, насколько можно судить по косвенным данным, кое о чем договорились. Во всяком случае, накал беспорядка в Лос-Анджелесе, видимо, будет постепенно снижаться. Вот вам классический пример. Еще совсем недавно мэр Лос-Анджелеса Карен Басс полностью солидаризировалась с Гэвином Ньюсомом. Мы будем бороться за всех жителей Лос-Анджелеса, независимо от того, когда они приехали и есть ли у них документы. Мы – город иммигрантов. Вообще немыслимая ситуация. Мэр Лос-Анджелеса открыто поддерживает нелегальную иммиграцию. Это просто плевок в лицо Трампу. Но через некоторое время Карен Басс изменила свою позицию и согласилась ввести в городе комендантский час. Я хотела сообщить городу, что объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм, прекратить грабежи. Многие предприятия пострадали от наших вандалов. Прошлой ночью было разграблено 23 предприятия, и я думаю, что если вы проедете по центру Лос-Анджелеса, граффити будут повсюду. Они нанесли значительный ущерб бизнесу и многим объектам недвижимости. Если вы не живете или не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать тех, кто нарушает комендантский час. Это заявление мэра Лос-Анджелеса можно трактовать как готовность снизить накал страстей. Видимо, администрация Трампа о чем-то договорилась с демократической оппозицией. Наверное, скоро узнаем о чем. И еще хочу сказать вам, что на нашем закрытом телеграм-канале с одноименным названием «Филипповский 13», ссылку на которую вы найдете в описании к нашему YouTube-каналу, мы широко и много раз обсуждали тему беспорядка в Лос-Анджелесе. Там же, на нашем закрытом канале, в понедельник прошел специальный стрим, целиком посвященный событиям в Лос-Анджелесе. Сейчас начинается очередной этап силовой борьбы между администрацией Трампа и его противниками-демократами. На самом деле, вот то, что сейчас происходит в Лос-Анджелесе, это не какое-то изолированное действие. Вовсе нет. Это не случайно так произошло. Нельзя даже сравнивать то, что происходит сейчас, в 2025 году, с тем, что происходило в Лос-Анджелесе в 1992 году. Потому что в 1992 году были похожие события, тоже масштабные, но там все было связано с нарушениями прав афроамериканца. Сейчас, на мой взгляд, это спланированная акция, такой капкан для Трампа. И спланировали все это демократы, а исполнителем является губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Помимо стрима, тема Лос-Анджелеса неоднократно обсуждалась в наших новостных аудиоподкастах. Напомню вам, что подкасты оперативных новостей мировой политики выходят на нашем закрытом телеграм-канале «Филипповский 13» как минимум дважды в день, утром и вечером. Каждый подкаст продолжительностью до получаса. Так что подпишитесь на наш закрытый канал, и вы будете всегда в курсе самых горячих новостей мировой политики. Кстати говоря, первые 7 дней доступ совершенно бесплатно. Осмотритесь, а дальше сами решите, нужно вам оставаться или нет. И еще о параллелях между Киевом образца 2013-2014 годов и Лос-Анджелесом образца этого года. Конечно же, любые аналогии хромают. Однако отмечу, что фактически американские элиты допустили в своих межэлитных разборках выход на такую ситуацию, как в Лос-Анджелесе, на открытое гражданское противостояние. И это не в первый раз. Напомню вам, что во время первого президентского срока Трампа с 2017 по 2021 год в Америке было весьма популярно такое движение, как Black Lives Matter, то есть БЛМ. Жизни черных важны. Зародилось это движение после убийства американским полицейским афроамериканца, и дальше пошло-поехало. Масштабные акции протеста в различных городах Америки. Тогда Трампа организации масштабных протестов вынудили особо не жестить во внутренней и внешней политике. И то же самое делают сейчас в Лос-Анджелесе. Возможно, Трамп выучил урок, но может и нет. И теперь по поводу Киева. В столице Украины 11 лет назад произошло ровно то же самое. Межэлитные разборки, причем, когда одну из сторон поддерживали зарубежные силы, выплеснулись на Майдане. И мы знаем, к чему это привело. Америке до Украины еще очень далеко.
И с высокой степенью вероятности протесты в Лос-Анджелесе будут купированы. И даже дальнейшие протесты, которые идут, например, в Остине и в Далласе, как я уже сказал, а могут начаться в других городах Америки, тоже, скорее всего, будут купированы. Но лиха беда начала. Когда разборки между различными группами в элитах выплескиваются на улицу, получается всегда не очень хорошо. Рождаются элементы гражданской войны. Когда-то они могут перейти в гражданскую войну, а когда-то нет. Это было на Украине. Это, возможно, происходит в Соединенных Штатах. Это мы видели в России осенью 1993 года. Для Дональда Трампа это уже никакой не звонок, а самый настоящий набат. Либо он действительно исполняет свои угрозы, либо его второй президентский срок будет очень сильно похож на первый. Посмотрим, будем следить за развитием ситуации в США и не только на нашем канале Филипповский 13. На этой неделе прояснилась информация о том, почему же Россия все-таки начала специальную военную операцию на Украине. Признание сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Оказывается, на российско-американских переговорах в 2021 году Соединенные Штаты в лице администрации Байдена отказались дать твердые гарантии нейтралитета Украины. И, более того, это сказал государственный секретарь США Блинкен Лаврову, о том, что США готовы разместить ракеты средней и меньшей дальности на украинской территории, буквально под Харьковом. Получается, что весь смысл начала военной операции России на Украине был в том, чтобы не допустить появления американских ракетных вооружений и американской военной инфраструктуры на Украине. Единственное, что Соединенные Штаты обещали России, не размещать слишком много американских ракет на Украине, но в ответ Россия должна была сократить количество своих ракет. Фактически это ремейк Карибского кризиса, при той разнице, что американцы публично заявляли, все их действия относительно Кубы, блокада Кубы и подготовка к военной операции на Кубе, все это делается в ответ на размещение советских ракетных наступательных вооружений на острове. Но российская сторона особо перед началом спецоперации о том, что американцы угрожают ей размещением ракет средней дальности на украинской территории, не распространялась. Данная информация не была публичной. А очень жаль. Если бы Россия в качестве аргумента перед началом военной операции на Украине заявила бы официально, что она проводится с целью недопущения развертывания американских ракет средней дальности на украинской территории, то в информационном плане Москва бы только выиграла. А еще Лавров сказал, что в 2021 году на переговорах в Женеве Байден обещал Путину, что он не стремится разрушить монолитность России. Но при этом тот же Байден сказал президенту Бразилии Лулу да Силва, тот об этом признался недавно в интервью, что мечтает уничтожить Россию. Это как бы два разных человека, сказал Лавров. Да, так и есть. Одним говоришь одно, другим другое, а это и есть реальная политика. И немного о гонке стратегических наступательных вооружений, которая уже практически неизбежна. На этой неделе сделали два важных заявления пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Существование моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности приближается к логическому завершению. Запад не оценил сдержанность Москвы. То есть понятно, как примерно Россия будет отвечать на расширение НАТО, а недавно странами-членами НАТО стали Финляндия и Швеция. Как она будет парировать действия НАТО на Украине, одним из методов этого парирования является размещение российских ракет средней и меньшей дальности, видимо, в гиперзвуковом исполнении, в очень неудобных для США точках. Возможно также, что ракетные технологии будут переданы не только странам, а и отдельным организациям. Но это не точно. Во всяком случае, беспрецедентная угроза со стороны Германии передать крылатые ракеты «Таурус» Украине, а также передача английских, французских и американских ракет Storm Shadow, Scalp и Атакамс Украине теперь развязывают полностью России руки. Россия может передавать свои ракеты, свои технологии кому угодно,
тем акторам, которые угрожают интересам стран-спонсоров Украины. Как говорится, вы повысили уровень угрозы для нас, а мы сделаем то же самое в отношении вас. Это означает гонку вооружений. Это означает стратегическую нестабильность. Это означает риски военной эскалации. Но, как говорится, кто же виноват? Мы теперь живем в таком мире. У нас на дворе холодная война, и все методы хороши. Тем временем в Европе возникают различные подозрения относительно дальнейших действий России после окончания войны на Украине. Вот, в частности, разговорился глава немецкой разведки Бруно Каль. Мы совершенно уверены, и у нас есть разведданные, подтверждающие это. Украина – это лишь шаг на пути в западном направлении. И еще Бруно Каль добавил, что у немецкой разведки есть данные о том, что Россия сомневается в прочности гарантий согласно статье 5 Вашингтонского договора о создании НАТО. И, кстати говоря, сомнения в ней есть, потому что 5-я статья не подразумевает автоматическое участие в войне с Россией в том случае, если будет военный конфликт между Россией и одним из государств стран-членов НАТО. Там нет никаких автоматических гарантий. Достаточно просто открыть текст Вашингтонского договора и прочитать то, что там написано. Далее глава Федеральной разведывательной службы Германии, в просторечии известной как БНД, продолжил. Им не нужно отправлять для этого армии танков. Достаточно послать в Эстонию маленьких зеленых человечков, чтобы защитить якобы угнетаемое русское меньшинство. Видимо, события 2014 года на Донбассе оказали травмирующее воздействие на немецкую разведку. Но на самом деле все это сильно смахивает на операцию информационного прикрытия развертывания дополнительной натовской военной инфраструктуры в Прибалтике. Потому что на самом деле нагнетание идет именно со стороны НАТО. Именно страны-члены НАТО пытаются захватить танкеры с российским грузом. Именно они устраивают масштабные военные учения недалеко от Калининградской области. И именно НАТО расширяется в западном направлении в регионе Балтийского моря. Членами НАТО стали недавно Финляндия и Швеция, как я уже сказал. Поэтому, как говорится, с больной головы на здоровую. Мы на Филипповском 13 сильно сомневаемся, что Россия начнет военную операцию в Прибалтике. Чтобы она реально началась, нужно выполнение двух условий. Первое. НАТО попытается организовать блокаду, сухопутную или морскую, Калининградской области. И НАТО попытается запереть российский торговый и военный флот в Финском заливе. В этом случае, конечно же, война неизбежна. Ну а так, скорее всего, будет просто напряженная атмосфера холодной войны. Но Балтике не привыкать. Она была ареной противоборства сверхдержав еще в годы Первой холодной войны. Почему во второй должно быть иначе? Совершенно непонятно. И еще немного новостей из Ближнего Востока. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Израиль якобы передал старые комплексы Патриот, поставленные в Израиле еще в начале 90-х, Украине. И после вала возмущений с российской стороны ответило уже Министерство иностранных дел еврейского государства, которое заявило, что ничего подобного, никаких систем ПВО Израиль Украине не передавал. Зачем Михаил Бродский сделал такое заявление, вполне понятно. Он открыто симпатизирует нынешнему украинскому политическому руководству. Но, однако же, так подставить собственное государство это надо уметь. Потому что между Россией и Израилем есть довольно доверительные отношения. Израиль старается не вредить интересам России на Ближнем Востоке, Россия весьма аккуратно относится к интересам Израиля в ближневосточном регионе. А Михаил Бродский зачем-то хочет сломать этот баланс. Я полагаю, что из Тель-Авива в Киев скоро позвонят и объяснят выходцу из советского Ленинграда, что, конечно, не любить Советский Союз и Россию можно, но при этом подставлять Израиль не обязательно. Впрочем, из Израиля несутся достаточно сенсационные новости. Посол США в еврейском государстве Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты больше не стремятся создать палестинское государство. В общем, ушла эпоха. Одно из первых решений Организации Объединенных Наций было решение о создании двух государств – еврейского и палестинского. Но в нынешних условиях создать палестинское государство просто невозможно. И я даже не представляю, когда могут сложиться условия для того, чтобы на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа появилось
подлинно независимое, суверенное государство Палестина со своей армией, полицией и независимой политикой. Возможно, этого не будет никогда. Потому что для Израиля это абсолютная красная тряпка. А пока Соединенные Штаты поддерживают в этом Израиль, никакого палестинского государства не будет. Ну и на всем этом фоне йеменские хуситы нанесли очередной ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. При этом ракета хуситов пролетела в опасной близости от одного из пассажирских бортов, которые шли на посадку в Бен-Гурионе. Вот такие они, хроники войны на Ближнем Востоке. Ну и наша последняя новость созвучна с первой новостью предыдущего выпуска. Илон Маск решил помириться с Дональдом Трампом и даже сделал соответствующее заявление. «Я слишком много наговорил того, что нельзя», — сказал Маск, и признал, что его поведение было недопустимым. Конечно же, журналисты обратились с вопросом к Дональду Трампу. «Вы согласны помириться с Маском?» Послушайте, я не держу на него зла. Я был очень удивлен, что это произошло. Он вдруг набросился на законопроект, который просто феноменален, и я думаю, что это лучшее, что мы когда-либо подписывали в этой стране. Думаю, ему очень плохо от того, что он все это сказал. И когда Трампа спросили, готов ли он простить Маска и помириться с ним, Трамп сказал: «Полагаю, что да. В общем, инцидент исчерпан, но теперь Маск никогда больше не войдет в ближний круг Трампа. Он останется на орбите трампистов. Он не уйдет демократам. Он будет поддерживать инициативы администрации Трампа. Но, как говорится, товарищ Берия вышел из доверия. И теперь Маск на внешней орбите». Ну, хорошо хоть так. Потому что даже в Америке в схватке между бизнесом и государством всегда побеждает государство. И для Маска конфликт с администрацией Трампа грозил многомиллиардными потерями. Теперь Маску их, возможно, удастся избежать. Но это не точно. Это были новости мировой политики и международных отношений на YouTube-канале Филипповский 13. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно делитесь этим видео с друзьями. Если вы хотите нас поддержать, то, пожалуйста, подпишитесь на наш закрытый телеграм-канал с одноименным названием Филипповский 13. Ссылку вы найдете в описании к нашему YouTube-каналу. Мы независимый проект, у нас нет никакого частного и государственного финансирования. Мы существуем исключительно на ваши деньги, на средства подписчиков закрытого телеграм-канала Филипповский 13. Стоимость ежемесячной подписки 490 рублей. Ну, мы ввели еще и длительную подписку на полгода и на год. Если вы подпишетесь на полгода, то будете платить всего 399 рублей, а если на год, то 350 рублей. Также обращаю ваше внимание, что первые 7 дней подписки абсолютно бесплатно. Попробуйте, потестируйте нас и дальше сами примите решение, оставаться вам или нет. И напоминаю, что на нашем закрытом телеграм-канале Филипповский 13 2 раза в день выходят оперативные подкасты новостей мировой политики, а также специальные стримы и минимум дважды в месяц специально для подписчиков закрытого канала. Всего вам самого доброго. Скоро увидимся.